Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки на 5 спицах. Смотрите, одна и та же схема, но в разных цветах и насколько по-разному они выглядят. Значит, что нам понадобится для этого? Вот у меня пряжа, остатки пряжи все пустим в дело. Любые цвета можно подставлять. Так, у меня акрил 100 граммов 240 метров. Значит, вы можете вязать любой пряжей, можно с добавкой шерсти взять пряжу. Если метраж у вас совпадает, то мои расчеты вам подойдут. Значит, для вязания мне понадобится 5 спиц, номер 2,5 спицами я буду вязать. Начало мысок я пару рядов буду провязывать на круговых спицах, потом перейду на 5 спиц, поэтому мне понадобятся круговые спицы. Значит, вязать сегодня я буду вот такие вот белого цвета. Это у меня большой размер 39-40, даже до 41. Это большой размер. Сегодня я буду вязать 36-38. В процессе вязания буду все детали измерять в сантиметрах. Значит, увеличиваем размер все равно по длине. Вот эту вот длину до пятки регулируем. По ширине 36-38, вот эти вот, которые сегодня буду вязать, проходят. Сейчас я сразу вам замерю их в сантиметрах. Значит, ширину у меня по мыску, ну вот, почти 10 сантиметров ширину у меня. Так, сам мысок у меня 12,5. Следок 23 сантиметра полностью. Но остальное, когда отвязанные части в процессе, опять же, буду замерять. И по ходу вязания на большой размер, сколько набрать петель, тоже буду говорить, значит. Так, ну что, все, переходим к вязанию. Всем приятных просмотров. Так, вязать я начинаю с мыска. Сейчас наберу петли, буду расширять мысок, потом перейду к узору. На 36-38 размер я наберу 10 петель. Если размер больше, наберем 12 петель. Так, на круговые спицы я набираю, а потом перейду на 5 спиц. Так, вот небольшой такой вот хвостик оставлю. Так, короткая часть у меня впереди. Вот так вот. Так, и теперь одну ниточку завожу заднюю, перекручиваю на нижнюю спицу. Опять перекрутила и на верхнюю завела. Одну на нижнюю спицу завела, одну на верхнюю. Так я наберу на каждой спице, чтобы у меня было по 10 петель. Так, посчитаем. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Набрали. Так, теперь 4, 6, 8, 10. Аккуратненько одну спицу вытаскиваю. Хвостик потом я закреплю. Теперь все вот эти вот петельки провязываю лицевыми. Сначала провяжу одну спицу, потом перейду на вторую спицу провяжу, а потом перенесу это все на 4 спицы. Все вяжу лицевыми петлями. Здесь получается петля перекрученная, поэтому я вот так вот с-под низу подхватываю. Хотя я вяжу за заднюю стенку. Так, провязываем так все петли до конца. Так, и последняя. Провязали. Придерживаем. Теперь переводим опять спицы. И провязываем петли со второй спицы.
Да что ж это ракурс падает? Ну опять. Следующий ряд сразу перенесу на 4 спицы и буду делать сразу первую добавку. Прибавки, добавки я буду делать через ряд. Расширять буду. Один ряд буду добавлять, следующий ряд буду провязывать без добавок. Так, все, провязала. Теперь переношу на спицы. Так, первую провязываю и вторую провязываю. 2 петли провязала, сделала одну добавку. Одна, вторая. Одну добавила. Так, 5 петель на эту спицу переношу. Вместе с накидом это будет 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Осталось 5. Провязываю 3. Останется 2 петельки. Не довязывая 2 петли, делаю одну прибавку. В этот раз так вот буду вязать. 1, 2, 3 провязала, 2 осталось. Прибавляем одну. И последние 2 провязываю. Точно так провяжу оставшиеся петли. Опять подтянули это спицу и переносим на 2 спицы. Так, довязываем до конца. Последняя вот спица. Сделала одну прибавку. Все, перенесли на 4 спицы. Круговые нам больше не нужны. Теперь следующий ряд провязываем весь по кругу без прибавок. Значит, вяжем сейчас, расширяем мысок. Как я уже говорила, у меня будет 58 петель, но я сейчас расширю до 56, к вам вернусь, потом начну сразу вязать последний ряд и узор, и последняя добавка у меня будет. Так, ой, что ж, этот ряд у нас без добавки. Пока говорила. Так, вот она у нас добавка. Провязываю ее. Так. Вяжем, расширяем мысок. Встречаемся. Один ряд с прибавкой, один провязываем, как смотрят петли, без прибавок. Так, второй. Вот она прибавка. Провязала. Так, что у нас здесь получается? Вот так вот получается. Вяжем, расширяем, я к вам вернусь. Расширила я мысок. У меня на каждой спице по 14 петель. Всего сейчас 56. Сделаю последние 2 прибавки. Это у меня лицевая сторона. Я по заду сделаю, на задней части последние 2 сделаю. Если вы набираете 60 петель на большой размер, то сделайте 4 прибавки. Значит, точно так же в начале и в конце ряда 4 раза. Но у меня будет 58, поэтому на задней части. Сейчас я сразу начну вязать узор, хотя, в принципе, можно сделать последнюю добавку и потом вводить узор. Но я решила, вот, чтобы не сильно длинный был мысок. Вот такой вот мысок получился, кстати, вот как он выглядит. Значит, сейчас что я буду делать? Смотрите, первый ряд сейчас буду провязывать. Подвяжу белый цвет. Одна белым, одна синим, одна белым, одна синим. Потом следом провяжу один ряд белым, потом 2 ряда зеленым. Ну, а потом перейдем на цветочки уже. Значит, сейчас свяжем одна белым, одна синим, одна белым, одна синим. Схему можно остановить видео, сделать скриншот и вязать просто по схеме. Так. Так, значит, провязываю одна белым,
одна синим. Опять одна белым, одна синим. Так провяжу 2 спицы, а на задней части буду провязывать точно так же, продолжать делать узор, и сделаю 2 последних прибавки. Так, вяжем так до конца ряда. Вот так вот ниточку перебрасываю. Довязываю этот ряд до конца, довязали. Теперь перехожу на заднюю часть. Одна белым, одна синим. Первые 2 петли провязала, делаю последнюю добавку. Какой у меня тут цвет? Белый получается, значит добавку я буду делать белым цветом. Одну добавила и продолжаю далее. Одна синим, одна белым. Так вяжу до конца ряда. В конце ряда сделаю одну добавку. И следующий полный ряд провяжу белым цветом. Так, вяжем до конца. Так, пришла в конец ряда. Что у меня здесь осталось? 2 петли. Белая. И теперь последняя у меня добавка получается синим будет. Добавила. И заканчиваю ряд белым. И последняя синяя. Так, закончила. Теперь следующий ряд. Что мы провяжем? Сейчас все полностью провяжем белым, потом подвяжем зеленый цвет и 2 ряда провяжем зеленым. Так, провязываю все белым. После белого провяжем 2 зеленым. Вяжем. Провязала 2 ряда зеленым. Далее продолжаем вязать по схеме. Теперь сейчас 1, 2, 3, 4, 5. Провяжем 5 рядов, чередуем. 1 зеленый, 1 белый, 1 зеленый, 1 белый, 1 зеленым, петля, 1 белым. Значит, это у меня схема на переднюю часть. 5 рядов провяжу, потом уже перейдем на цветок. Так что у меня здесь начинаю с одной зеленой. Кто-то спрашивал у меня, как вы перебрасываете нити. Вот смотрите, я в одном ряду вот перебрасываю сверху, делаю, набрасываю сверху, один ряд провязываю, провязала так до конца, а следующий ряд я буду провязывать с-под низу, нить проводить. В этом вот так вот сверху провожу, а обратный ряд с-под низу буду проводить. И тогда нить распутывается, получается, сама по себе. Так, значит, сейчас что мы делаем? 5 рядов полосок провяжем. Белым, зеленым, белым, зеленым. Вяжем. Провязала 5 рядов. Зеленый, белый, белый. Вот такие вот дорожки получились. Далее продолжаем вязать по схеме. Что у нас дальше идет? Начинается цветок. Белый, красный, 2 белых, зеленый и 1 белая. И повтор с самого начала. Повторяется далее цветок. Значит, сейчас подвязываем красную нить. Так, что у нас здесь начало ряда? 1 белая. Вяжем. 1 белым, 1 красным. 1 белым. Вот эти вот ниточки сразу перебрасываю.
В этом ряду у нас будет 3 цвета идти. Немножко трудоемко будет, но это всего лишь вот пока красный цветок отвяжем, будет 3 цвета. Далее будет проще. Так, белый, красный, белый провязали. Опять одна красным. Две белым. Нить перебрасываю. Одна зеленым. Подтягиваем здесь, чтобы не было затянуто. Все, теперь что у нас? Одну белую еще провязываем. И начинается повтор сначала. Опять один белый, красный, красный. Так, с начала ряда повтор. Белый, красный, одна белым, одна красным, две белым, одна зеленым, одна белым и повтор с самого начала. Все повторяем с самого начала. Белый, красный, красный. Одна белым, одна красным, одна белым, одна красным. Так вяжем до конца ряда. Повторяем. Так, довязываем ряд до конца. Значит, я пришла в конец ряда. Здесь я закончу. 3 белых у меня будут в конце ряда. Дальше узор вывязывать не буду. Вот, закончу на 3 белых. Так, я специально на заднюю часть тоже нарисовала отдельную схему. Здесь 30 петель у меня, поэтому немножечко вот здесь не совпало. Так, что здесь было у нас? Зеленый и 3 белых. Довязываю ряд до конца. Так, зеленая, 3 белых довязала. Теперь переходим на второй ряд. Так, это у меня задняя часть. Теперь здесь играем, здесь не играем. Второй ряд красным. 2 красным, 1 белым, 2 красным, 1 белым, 1 зеленым. И опять повтор у нас идет. Вяжем второй ряд. Две красным провязали, 1 белым. Так, здесь у нас 3 нитки. Вот смотрите, сейчас будет белый цвет, зеленая, чтобы не было большой протяжки, я ее сразу вот так вот перебрасываю здесь. И опять 2 красным. У меня бордовый. Одна белым. Одна зеленым. Одну зеленым провязали. Далее 1 белым опять. Все. Начинается у нас повтор сначала. 2 красным, белая, 2 красным, белая, зеленым, белая. Так, повторяем с начала ряда опять. 2 красным провязали, 1 белым. Сейчас здесь уже рисунок будет более понятен и будет намного проще. Опять 2 красным,
белая, зеленая и повтор. Так, вяжем до конца ряда. Так, довязываю ряд до конца. В конце ряда у меня 3 белых петли. Так, новый ряд. Середина цветочков сейчас будем вязать. Здесь что у нас? 2 белым, 1 желтым, 3 белым, зеленым и опять повтор идет. Можно просто провязать все белым. Я подставлю желтый цвет, сделаю вот один ряд, серединку желтым провяжу. Можно вот эти вот серединки, конечно, не делать. Это кому тяжело вязать 3 цветами. Значит, так, вяжем сейчас по схеме. Далее продолжаем. Две белых провязываем. Одна желтым. Три белым. Так, вот здесь не забываем перебрасывать, чтобы не было больших протяжек. Вот я зеленую перебросила. Придерживаем, подтягиваем это все. Так, желтым одну провязали, 3 белым. 1, 2, 3, 1 зеленым. Так, опять 3 белым. Одна желтым. 3 белым. 1 зеленым. Так, вяжем до конца ряда. 3 белым и 1 зеленым. Вот сначала идет повтор у нас теперь. Посередине цветочка. Здесь и так все понятно. 1 желтым. Так, что у меня по изнанке? Ну, пока вот вроде бы ничего. Вот такая вот у меня пока изнанка идет. Пришли в начало ряда. Новый ряд у нас сейчас. Значит, что у нас здесь по схеме? 2 красным, 1 белая, 2 красным, белая, зеленым и повтор. Это в симметричном, в зеркальном отражении. Смотрите, верхняя часть точно такая же, как и нижняя. Можно просто смотреть на нижнюю и провязывать, можно по схеме вязать. Значит, что у нас здесь? Вот внизу было у нас 2 красным. Опять провязываем сейчас 2 красным, белая, 2 красным. Вяжем. Так, 2 красным, 1 белая и опять 2 красным. Желтую надо подтянуть. Так. 2 красным, белая, 2 красным. Опять 1 белая. 1 зеленая. 1 белая. И повтор сначала. 2 красным, белая, 2 красным, белая, зеленая. Так, повторяем. 2 красным. Что у нас там дальше шло? 1 белая, 2 красным. Вяжем. Вяжем до конца ряда. Так, 1 белая, 1 зеленая и повторяем. Довязываем ряд до конца. Заканчиваем вязать ряд. В конце ряда у меня 3 белых. Так, с петли сняла. Следующий ряд. Так, что у нас здесь по схеме? Белая, красная, 2 белых, 1 зеленая, 1 белая и опять повтор сначала.
Точно так же вяжем нижнюю часть цветочка. Повторяется все. Так, первое белым цветом. Одна красным. Одна белым. Одна красным. Две белым. Одна зеленым. И повтор сначала идет у нас. Две белым. Одна красным. Одна белым. Одна красным. Что у нас здесь дальше? Две белым. Одна зеленым. Все. И повтор далее. Так, довязываем до конца ряда. Подтягиваем, растягиваем. Закончили вязать ряд до конца. В конце у меня опять 3 белых петли. Переходим, новый ряд начинается. Так, где у нас схема? Смотрите, теперь вот у нас осталось зеленые самые длинные полосочки такие. Сейчас будем над ними формировать новый вот этот вот цветочек любым цветом. У меня будет голубым. Провяжем его сейчас самостоятельно, потому что точно так же все повтор. Как мы связали нижний цветок, сейчас такой же будем вязать верхнюю часть. Так, что у нас здесь в начале? 5 петель белым цветом, и потом начинается цветок. Точно так же, как вязали внизу. Вяжем. Так, 5 белым провязали. 1, 2, 3, 4, 5. Вот пришли, новая полосочка у нас зеленая осталась, и на ней мы вывяжем новый вот этот вот цветочек. У меня синий, один белый, один синий. Между цветочками здесь будет 5 белых петель. 1, 2, 3. Не перебросила. 4, 5. Опять пришли. Зеленая полоса. Опять вывязываем новый цветочек. Одну петлю провязали. У меня синим цветом. Одна белым. И опять одна синим. И опять повтор 5 петель белым. И повторяем, вывязываем новый цветок. Если это можно цветком назвать, конечно. Так. Далее, что опять? Белым. Зеленый цвет нам уже не нужен. Его можно отрезать. И красный тоже. Так, 5 петель белым провязываем. И опять повтор. Одна синим. Одна белым. Одна синим. О, разогналась. До конца ряда довязала. Опять 5 белым и повтор. Нить перебрасываем, чтобы не было больших протяжек. Так, вяжем так до конца ряда. Следующий ряд повторяем. Значит, закончим сейчас вязать вот эти верхние цветки самостоятельно. После них, что я сделаю потом? До разъема у меня будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов у меня будет до разъема. Это моя высота мыска. Вы ориентируетесь по своей высоте. Можно провязать чуть больше, чуть меньше. Хотите, чтобы этот следок был более мелким, можно всего лишь 4 ряда, допустим, провязать. В общем, смотрите, как вам захочется. Значит, закончим сейчас вот эти вот голубые цветочки вязать. Я провяжу еще 8 рядов белым цветом, к вам вернусь, сделаем разъем и пойдем вязать дальше. Значит, заканчиваем вязать схему. Сейчас по схеме
закончила вязать узор, провязала нужную мне высоту до разъема. Сейчас буду делать разъем. Я провязала 8 рядов белым цветом. Всего высоту у меня это получилось 12 сантиметров. Если размер у вас больше 39, 40, 41, провяжите немножечко больше. Теперь сейчас я закрою средние 12 петель и буду вязать остальное полотно. Все вот до самой пятки, не довязывая, сколько здесь, 3 сантиметров до пятой, до начала, я перейду на синий цвет и заднюю часть всю закрою синим цветом. Так, сейчас закрываю средние 12 петель. Значит, у меня впереди было 28. Сейчас я по 8 петель с каждой стороны у меня останется. 8, 8 и посередине 12 я закрою. Так, 8 петель провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И что у нас здесь остается? 6, 8. Теперь вот эти вот средние 12 петель я буду закрывать. Так, первую провяжу, вторую тоже провяжу. И вот так вот наброшу на провязанную. Одну петельку я провязываю, следующую набрасываю. Провязала, набросила. Так, закрою все петли. Так, закрыла петли. Осталось у меня здесь тоже 8 петель. Все, теперь все полностью, все спицы провяжу лицевыми. По лицевой стороне я вяжу лицевыми петлями, по изнаночной стороне буду вязать изнаночными петлями. Так. Провязываем. Так, довязываем ряд до конца. У меня всего осталось 46 петель. Так, последняя петелька. Вот здесь, чтобы не было дырочки проема. Я вот одну дужку подниму. Подождите, сейчас мы их тут развернем. И провяжу вместе с этой дужкой. Две вместе провяжу. Так, развернулись. Теперь все далее вяжу изнаночными. Все, здесь больше никаких узоров, изменений нету. Так, ровным полотном лицевые и изнаночные ряды будем вязать нужную нам длину до самой пятки. Довяжу до пятки сейчас, замерю в сантиметрах, сколько я провязала. Так, по изнанке изнаночной, по лицевой лицевыми. Кромочные провязываю изнаночными. Все, вяжем длину слитка. Вам вернусь и начнем вязать пятку. Так, дошла я до пятки, провязала нужную мне длину. В сантиметрах у меня это будет 22 сантиметра. Пускаю 1,5-2 сантиметра на растяжку. До 24-25 даже можно дотянуть. Так, белую нить я здесь не обрезала, я синим вяжу. Теперь перехожу на пятку. Значит, пятка у меня будет 12 петель средних, по 17 по бокам и 12 у меня будет посередине. Значит, сейчас что я сделаю? 17 петель провяжу. Так, теперь далее провязываю 12 петель пятки. 12 петельку буду соединять с петелькой с боковой спицы. Все вяжу точно так же лицевыми. Так, 12 провязываю все.
И последнюю петельку по лицевой стороне я буду соединять, провязывать 2 вместе лицевой петлей. По изнаночной стороне я буду провязывать 2 вместе изнаночной петлей. Обычным способом, обычная пятка. Так, последняя петелька дошла до края. 2 вместе провязываю. Соединила. Развернулась. Изнаночная сторона. Провязываю 11 петель. 12 петельку соединяю с петелькой с боковой спицы. 2 вместе провяжу изнаночной петлей. Так будем вязать, пока не закончатся все петли вот на боковой спице. Так, что у меня здесь? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12. Закрыли. 2 вместе провязали. Значит, если сильно высокая кому-то будет пятка, сколько она у меня в сантиметрах, можно один раз закрыть не одну петельку, а 2 вместе сразу закрыть, уменьшить высоту пятки. Так, вот сама пятка, вот от начала меряем, да, вот от начала 6,5 сантиметров она у меня. Чтобы не было сильно мелко, не сползала. Слитки не глубокие получились. Я сделала большой разъем, чтобы не глубокие были. Если хотела добавить, забыла, поэтому сейчас говорю. Если хотите, чтобы были повыше, тогда можно сделать разъем меньше здесь. Ну, поздно сказала, но сказала. Так, все, продолжаем. Закрываем пятку. Вяжу все также лицевыми и изнаночными рядами. Закроем петли, нить не обрезаем. Я к вам вернусь и сделаем обвязку. Вяжем, закрываем все петли. Закрыли все петли по пятке до конца. Последний ряд закрываю петли теперь. По 2 петли вместе провязываю. Закрываем. Так, что у меня здесь осталось? 2 петли. Я их провяжу вместе. Так, теперь белая у меня осталась. Синим цветом по всему верху на 4 спицы я наберу петли. У меня это будет... Ой, 58 петель у меня получилось. На те же самые спицы набираю и первый ряд, наберу петли, первый ряд провяжу один ряд изнаночными. Потом перейду на белый цвет, буду вязать все лицевыми, белым цветом. Внутреннюю часть опять провяжу контрастным синим. Всего у меня будет 13 рядов. Значит, белым провяжу 5 рядов, с 6 ряда буду вязать синим. Всего 13. Так, сейчас набираем петли по 2 дужки, ввожу крючок, я набираю крючком, кому удобно, можете это делать спицей. Здесь у меня протянутая, захватила ее. Так, набираем петли и один ряд провяжем изнаночными. Так, что я сделала после того, как набрала петли, как я уже говорила, первый ряд провязала все изнаночными, далее вязала все лицевыми. Внутренняя часть у меня контрастным цветом синим, можно провязать все это однотонным цветом. Высоту я провязала 3,5 сантиметра. Вот эту вот внутреннюю часть я провязала на спицах на полномера меньше, тогда лучше сидит, выкладывается. Значит, теперь выворачиваем это все дело наизнанку и крючком буду монтировать.
Я уже половину сделала, конечно. Вот она у меня такая изнанка немножко накрутила тут, но видео снимала, поэтому... Так, теперь разравниваем вот эту вот всю нашу бейку от ворот. Ровненько раскладываем, чтобы петельки не перекосились, чтобы это все было ровно. Что дальше? Снимаем одну петельку со спицы. Это у нас была последняя петля. Подхватываю петлю первого наборного ряда. Вот она, пунктирная линия такая проходит, поэтому я специально первый ряд вяжу контрастным цветом, чтобы это было лучше видно, удобнее. Так, подхватили ее и привязываю. Захватила ниточку, раз протянула и второй раз протянула. Все. Я вот так вот делаю. Опять сняла одну петлю, вторую подхватила и подвязали. Так по одной закрою все петли. Кончики попрячу под эту обвязку, значит. Еще раз подхватила. У меня 13 рядов, как я уже говорила. Хотите, чтобы было повыше, можно провязать на пару рядов больше. Ну вот, на этом сегодня все. Заканчиваем обвязку. Ремонтируем это все. Так вот. Все, девочки, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем легких петелек. До новых встреч. Пока-пока.